Люб, следи за пацанами. Чё? Пацаны, мы в Визаран поехали. Отдыхайте. Доставайте эту тетю Любу. Тетя Люба хотела бы встать, но они заставляют меня спать. Заставляют, да. О-о-о. Наша машина все еще не готова к такой длительной поездке. Я ее до сих пор не обслужил, потому что ждал поступления денег от YouTube. Поэтому мы наняли специального человека, который водит людей в Визараны. Точнее, возит. Еще раз напоминаю, в Черногории для россиян безвизовый режим. Но мы не можем находиться здесь дольше, чем 1 месяц. Поэтому нам нужно выехать из страны и вернуться обратно. И это называется Визаран. Поэтому в этот раз мы воспользовались услугами специалиста, который забрал нас около дома, отвез в Албанию. Он здесь все знает, разговаривает на их языке и помогает нам со всеми делами. Это мы у друзей Сокола в Албании, почти на границе. И здесь, посмотрите, они сами делают вино и ракию. Смотрите их плантацию винограда. Вино типа Мерло. Мерло. Ага. До 92 года Албания была коммунистической страной. И здесь по всей территории расположено много бункеров, бомбоубежищ. И сейчас здесь у друзей Сокола на виноградной плантации один из таких бункеров. Пошлите посмотрим. Ага, бункер. Смотри бункер. Вообще. А? Из времени диктатуры, коммунизм. Да. Он Он говорит, мы боялись, что вы, Югославия будет напасть на нас. Мы ждали вас, а вы не дошли. И не дождались, что вы будете напасть. Железо. Знаешь, сколько железа было? Рикошет. Это специально сделано, чтобы рикошет был. Да. Когда бы Я понял. у них стреляли, знаешь, железо и железо убивает. Дам и рикошет назад. Назад сделано. Видишь, специально углом сделано, чтобы пули рикошетили. Метролез ту, чтобы... Здесь было 3 таких бункера, которые были соединены между собой с помощью подземных тоннелей. 2 разобрали, 1 остался. Это уже история. Это история. Такое нельзя разбирать. Смотрите, это хурма. Посмотрите, какая она клевая. Только еще твердая, наверное, не до конца доспела. А еще мне разрешили сорвать. Надо выбрать какую. Пусть будет это. И там ракичка наша домашняя приходит. Вот еще раз, чтобы... Ой-ой-ой. Ох-ох-ох. Ага. Ракичка. Легкая, не такая, как туда. Легкая, но очень вкусная. Значит, здесь сахара не бывает. Нельзя. Только сахар, который находится в винограду. А если хочешь сахара со сахаром, это тогда нет настоящего. Нет настоящего. Частину почувствуешь ниже, как она греет ниже. Ниже греет. Смотрите, 2017 год, 2019, 2018, 2007 год. Значит, 13 год старое вино. Вот здесь уже он начинает пополнять. Рядом все будет пополнять, и то будет идеально. Интересно. А? Беленько. Да. Попробуй. Сокол рассказал мне, как проверить, хорошая ли ракия, есть ли в ней сахар или нет. Настоящая ракия делается без добавления сахара. Смотрите. Вот так вот потрясли. И видите, пенка остается. Если она долго держится, значит сахара нет, значит ракия натуральная. А если быстро... 2-3 секундочки идет. Да, а если остается всего 2-3 секунды, значит сахар добавляли. Вот как она стоит. Видишь, Да. еще стоит. Она Еще стоит, да. Портриди. Католические албанцы, когда поднимают тост, говорят за Христа на албанцам. Un dici Мы в capul России și pe говорим за здоровье. Ai godit meniut per restoranate rusijske. Meniu. А та что in meniu фотографирует, Она пьется не как водка, не залпом. Да, не пьется она так. смакуется. По чуть-чуть, по глоточечку. Это не пьется как... Еще сегодня мы узнали, что до этого всю жизнь мы ели хурму неправильно. В хурме
корочка, вот эта вот кожица, очень вредная. Поэтому вот здесь вот срезаем верхушечку. Вот так вот ножичком. Оп. Открываем. И кушаем ложечкой. Совсем недалеко от границы. Но очень круто. Ира гостинцев набрала. Специально мне подарили орешки. Орешки. Не с пустыми руками. Хозяюшка. Вот сейчас ждем результаты нашего теста на коронавирус. Если там все нормально, то мы сможем вернуться обратно в Черногорию. Пьем кофе, ковыряемся в телефоне. Ждем Сокола, да? Какое красивое имя, да, Сокол? Его должны были Альберт назвать. Назвали Соколом. Это, что здесь самый лучший пев. Негатива. И у Иры тоже негатива. Можно ехать назад в Черногорию. Вы помните такую игру? Мы играли в детстве. Натянуть, девочки, надо натянуть. И подставить к уху. Смотрите, какая кафешечка. В Албании очень популярны велосипеды. Здесь очень много народу ездит на великах, на велосипедах и мерседесах. 28 ноября – это день основания современной Албании, поэтому все украшено флагами. Очень красиво. Снимаю мало, потому что нужно, конечно, самому все это посмотреть, все это впитать. Не всегда даже удается камеру достать. Очень нравится. Это мэрия города Шкодар. Мы находимся в городе Шкодар, на берегу Скадарского озера. Да, здравствуйте. Вот здесь есть, но нам это далеко. Ничего так, гранатик. Это реально граната. К лицу поднеси. Килограмм у него 100%. Я даже не знаю, что больше. Я не видел такое, серьезно. Даже наш гид опешил, говорит, таких гранатов не видал ни разу, огромных. Видите, этот визаран получился больше технический, потому что мир очень сильно изменился с прошлого года, и правила тоже очень сильно изменились. Тесты, налоги и так далее, все это нужно учитывать. И очень хорошо, что мы поехали с Соколом. Мы сейчас все эти тонкости узнали, и в следующий раз уже на нашей исправной машине мы сможем поехать нормально в визаран, все документы, чтобы у нас были в порядке. Это было, мне кажется, очень мудрое решение. Что думаешь, любимая? А еще нас Сокол завез к себе домой, в Подгорицу. У него тут тоже целый сад. Хурма. Айва. И киви. Ой, как пахнет, спробуй, как пахнет. О, офигеть! Это другая айва, это домашняя. Это домашняя. Держите. Айва, прямо с дерева. Надо, ой, надо, Аккуратно. видишь. Сейчас сначала сфотографирую. Надо. Я ж папарацци. Да. Держите тут, сейчас я. В сторону, там. Ага. Сюда обогнали, сюда около, круг, и там. Где-то там Шкодра. Где-то там Шкодра. 100 лет назад черногорцы так кричали с горы на гору. Чтобы дозевались. О-хо-хо-хо-хо! А? Слышишь, Садек? Да. Отлично. Эхо. Отлично. Надо там. Ага. Да, да. Мы дома. Еще целый месяц жизни в Черногории нам обеспечен. Следующий визаран мы планируем совершить где-то 22-23 декабря. Мы в этот раз узнали много новых тонкостей. И в следующий визаран, в который мы поедем уже сами, я вам все подробно расскажу и покажу. Ну а сегодня еще раз огромное спасибо Соколу. Визаран с Соколом обошелся нам по 40 евро на человека. Это включая all-inclusive. То есть все полностью забрали нас под отелем и вернули под отель. Если кому нужны контакты Сокола, они будут в описании к этому видео. Это не реклама, просто очень душевный, очень приятный человек. Великолепный получился визаран. И это, знаете, очень необычный опыт. То есть у нас не было такого опыта в прошлом году. Наверное, стоило попробовать это даже пораньше. То есть это иначе. Это не такой визаран, как был у нас. Это круто. Новый опыт, новые впечатления – это всегда супер.
Я одел свою убогую кепку, а это значит, что мы едем кататься на сапах. Но сегодня мы будем снимать гораздо больше, потому что сегодня мы едем не развлекаться, сегодня мы едем работать. Мы будем снимать видео для продажи настолков. Настолках будем снимать на GoPro и на дрон. И я думаю, что прямо сейчас будет крутой ролик из футажей, которые мы наснимали. Погнали! Дима пытается достать дрон из воды, потому что я его утопил. Есть такая беда, когда летаешь над водой, в какой-то момент уже не хватает дрону отталкивающей силы, чтобы взлететь. Но вот именно и так и произошло, то есть он и пошел ко дну. И раз Дима ищет, но я думаю, это безрезультатно. Да. Нашли дрон. Чуть-чуть всего водичка течет, но флешка должна быть цела. Дрон — это дело наживное, его можно купить новый. А вот информация, которую мы отсняли, это бесценно. А что тут делаете? Спасаем дрон. Не похоже на спасение. Очень странно. А чего ты его спасаешь? От соленой воды. Нужно промыть его как можно лучше от соленой воды. То есть пресная вода еще куда не шло, соленая — это все контакты разъедает. Может его замочить? Нет, его надо промыть сейчас чуть-чуть и закинем в рис. Если он потом взлетит, в общем, скорее всего, вода попала на матрицу. Если вода попала на матрицу, то, скорее всего, он будет снимать уже мутно и некачественно. В таком случае мы, если он взлетит, разобьем его об скалу. Промыли дрон проточной водой. Теперь следующий пункт. Засыпаем рисом. Мы купили 4 килограмма.
килограмм риса по 0,99 центов. Вы что, утопили мой дрон? Никогда не думал, что 4 килограмма риса это так много. Если у вас дрон DJI Mavic Air 2, то 4 килограмма риса вполне достаточно. А теперь давайте проверим, сохранилась ли информация с дрона. Ха-ха, работает. Да? Да. Ну ты помнишь, что если фотография отличная, я тебе дарю дрон. Ну давай смотреть. Последняя фотография. Кто хочет посмотреть последнюю фотографию на дрон? А прикинь, последняя будет говно. Тогда дрон покупаешь себе сам. У нас был такой уговор, пока вы говорили. Вот же, блин. Что больше Yes, я себе выиграл новый дрон. Мне Ира купит новый дрон. Читали умных статей в интернете, посоветовали засыпать рис с дроном в пакет. Полиэтиленовый пакет, чтобы рис не поглощал влагу из воздуха. Как вы все сделали? Давайте посмотрим. Прошло уже где-то 18 часов, 20 часов с тех пор, как он находится в рисе. Этого более чем достаточно. Ну что, ваши ставки? Блин. Твои. Заработает. Ты что ставишь? Я думаю, он заработает, но камера мертвая. Запустится. Давайте. Все будет идеально, перфект. Ну, я вообще за то, что все было идеально. Мне 80 тысяч, как бы, жалко. Я сейчас посмотрел, 970 евро стоит такой дрон без батареек дополнительных. Подает признаки жизни какие-то. Ну, ты там покопайся получше, подольше, как бы, это. Ну, что сразу сдаваться-то? В смысле, пульт не видит его. А почему? Ну, так Может, мало? Пусть еще Блин, ты посидит. понимаешь, что там надо похлопать по попе его? Ага. Нет, не для этого. Ну, ладно, давай попробуем подключить дрон. Mavic Air 2. Заново попробуем подключить. Дайте другую батарею, пожалуйста. Скажи, переживаю за меня. Просто видишь, не работает, походу, блок Связь, да? связи, да. И в режим сопряжения не переходит. Сейчас попробуем разобрать его, немножечко скинуть пару панелек и еще положить в рис на какое-то время. Пошла я, короче, 80 тысяч копить. Это соль? Да. Можно было вчера вскрыть его, посмотреть, что здесь все так, и идти за новым дроном, если честно. Можно какой-то ролик на первый канал, если купим точно такой же дрон. Ага, да, можно. То что-то типа Дин там летает с дроном, типа это, и потом... Ну что, да, Джей его и сломал. Ну, что-то типа подкладывать, якобы это не он. Это плохо, да? Ох, no. Успокойся, все хорошо. Время смерти 18:03. Так, скинули мне, значит, цены по запчастям для машины, для нашей. Итак, масляный фильтр 6 евро, воздушный фильтр 8 евро, масло 36 евро, передние колодки 37 евро, задние колодки 24 евро, передние тормозные диски 102 евро, задние тормозные диски 100 евро. Замена масла, это уже работа. То есть до этого все были запчасти, теперь пошла работа. Замена масла и фильтров 10 евро, замена колодок и дисков 50 евро. Могут все заказать, и придет все в начале декабря. Ну, в принципе, достаточно быстро все придет. Но цены, конечно, кусачие. Особенно учитывая то, что мы утопили наш дрон. Какой-то это очень расходный месяц получился. Это сколько? Это получается 250, 360 евро. Ух, дорого, дорого. На кошеринге дешевле.
Сегодня, между прочим, 1 декабря. А мы снимаем ролик. Как улов? Вот та большая рыба. Зай, иди ко мне. Давай, 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 на, зай, 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 зай. Ко мне, на. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, GoPro. Нет, это херня. Почему? Погода совсем испортилась, а нам надо переснимать некоторые сцены на улице, и придется задействовать доп. Оборудование. А конкретно вот эти вот батареи для видеосвета, сам видеосвет и линзу Френеля. Смотрите, что приходится делать. Солнца нет, поэтому пришлось взять с собой искусственный источник освещения на батарейке и использовать желтый отражатель, чтобы имитировать закатное солнце. Вот такой, видите, золотистый цвет. Посмотрим, что получится, потому что по прогнозу погоды такое нас ждет еще ближайшую неделю, но не выпустить ролик еще неделю, это жестко. Солнце выглядывает. Зато как... Из-за горы покажут. Вообще настопудово. Вот это палец, да, средний, высовывается. Типа, че, свет тащили, да? Дебилы. Слушай, мы сейчас придем на пляж, и он выглядит. Хорошо, да. А вот и солнышко. Можно начинать? Я к вам пишу, чего же боль, что вам еще хочу сказать. Нет. Да, Ты что- слишком... Я вам пишу. Чего же боли? То есть, ну, как-то... Может ли 2020 стать еще хуже? Многие говорят, и прогнозы не положительные. Нормально. У нас тут новая приколюшка случилась, была сильная молния, и у нас перегорели все кондиционеры, которые были в квартире. Но нам их уже меняют. А до этого справлялись вот такими обогревателями. Люба, мы больше не будем мерзнуть. Да, скажи, это так замерзнет. Как замерзнуть? Люб, каково это быть бэйбиситером? Отлично. Нравится? Бэйбиситер в Черногории. Сижу, книжки. Могла бы в офисе сидеть, сижу, книжки читаю. А я еще раз напоминаю, что в Черногории нет центрального отопления, как в России, и здесь люди отапливаются с помощью кондиционеров или теплого пола. В нашем случае с помощью кондиционеров. С одной стороны, достаточно удобно, с другой стороны, не очень. А печки? Да, точно. Многие до сих пор используют печи, причем топятся исключительно дровами. Мы узнавали у Сокола, когда ездили в Визаран, он сказал, что углем топятся только где-то на севере, может быть, страны, но здесь на юге нет. Запчасти пришли на машину. Но долго пришлось ждать, где-то дней 10 почти. Завтра поедем чинить машинку. О, да, детка. Ну, теперь хорошо, теперь не замерзнем. А завтра в 11 утра наконец-то я еду чинить нашу машинку. И после этого мы сможем ездить куда угодно. Кайф. Пишите в комментариях заявочки, что бы вы хотели посмотреть. Какие места. Ну вот и пришла пора ехать в автосервис, но погодка говорит, что, видимо, погулять мне не удастся. Так что, видимо, придется все это время сидеть в автосервисе и ждать, пока машину починят. В общем, это будет то еще веселенькое дельце. Фу, наверное, самая мерзкая сегодня погода за все время, что мы здесь. И мне приходится выходить из дома. А вообще такая задержка с запчастями вышла потому, что наша машина — это Hyundai Accent. Глобальное название, в России он называется Hyundai Solaris. Он супер популярен в России, просто безумно популярен. Но в Черногории он вообще не продается.
И в ближайших странах тоже. Поэтому здесь ни одной такой машины нет. И поэтому все запчасти шли под заказ. И все запчасти нашли быстро, кроме тормозных дисков. Тормозные диски искали дольше всего. Сейчас мы тебя обслужим, моя малышечка. Я на этой машине езжу уже 7 лет и проехал 180 тысяч километров. То есть почти 5 раз объехал планету по экватору. Класс. Вот что меня здесь очень напрягает, так это, конечно, поездки по Google навигатору. Он просто убожество. Дома у нас много классных локальных навигаторов, которые очень четко отслеживают маршруты, очень четко подвозят тебя даже с удобной тебе стороны. Здесь, к сожалению, нет ни одного локального навигатора. Приходится какими-то глобальными вещами ездить, и карты не очень качественные. Вроде приехали. Вот она, моя красивая. Поехали. Все, машину мне отдали, сказали, что в принципе все нормально, закисли суппорта на тормозах, их разработали, сказали, все нормально, нужно поездить, чтобы понять еще что-то кряхтит, не кряхтит, но так вроде на первый взгляд все нормально. Итак, ремонт автомобиля вместе с запчастями, то есть все all-inclusive обошлось мне в 388 евро. Еще раз напоминаю, что мы поменяли масляный фильтр, воздушный фильтр, масло, поменяли передние и задние тормозные колодки и диски. Собственно, вот она накладная. Сервис неплохой, сделали все быстро, где-то часа, наверное, за 2,5. Я в комментариях или в описании к видео оставлю номер телефона. Если кому в Черногории нужен будет сервис, вы турист, русскоязычный, вам нужен будет сервис, то пишите, звоните, приятные очень люди. Я уже доехал до Будвы, сейчас пойду в магазин, куплю продуктов. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. В следующем видео мы будем использовать нашу машину по назначению. Мы поедем как минимум в Подгорицу, чтобы встречать кое-кого в аэропорту. Пишите в комментариях, кто бы это мог быть.